И всем здорово, пацаны, с вами Прохиро. Сегодня, короче, будет дуэль комьюнити тактиков. Противник Степашка. Степашка, видим, вот пятнашка защиты от магии. Для меня вторая, то есть такой опасный типчик. Так, умка, то есть у него получается шестая зелье фракции. Ну что тут, Г5, Р5, Г2, ГТ вообще по нолям. Ну, то есть будем надеяться, что не очень-то и опытный. Ну, медалек нету, в принципе. Так, расставляемся по бэрому. Ну, против Степа вы мою тактику примерно уже знаете. Но все равно не люблю я бои против степных варваров. Ну, не знаю, по крайней мере, без шара довольно-таки сложно тащить, я вам честно скажу, ребята. Так, надо поторопиться. Все, начинаем. Ставимся вверху, будем надеяться, что угол не угадал. Так, ну, стратегия выноса проста. Отлично. Ладно. Как на убийцу сходу идет. Бойца. И сразу отстрел бойца. Ну, в принципе, стандарт. Тут ничего такого особенного нету. Ну, сразу ускор на убийцу. То есть получается все равно минус. Так, ну, сразу снимаем крови максимально. А главное снести бойца. Вот видим ранняк. Это очень плохо. Ох. Ну, посмотрим, как там у него будет с БД. В принципе, БД3, это много. Да, сюда мне бы шар, конечно, вообще было бы кстати. Ну, ну хорошо, хотя бы плащ не на воздух. Потому что вообще бы не пробивал бы такую. Ну, сразу подбегает убийцы. Так. Хорошо, что хотя бы не было боевого духа. Продолжаем методично отстреливать бойца. Боец это главное такое зло. Потому что как он напивается крови, то все, его не слить. Там идет прибавка к атаке, к скорости, кин и прочее, все что хочешь. Ну, как-то вот примерно так. Вообще, приоритетность, конечно же, идет на бойца, потому что, ну, тут очевидно, надо бойца сразу сливать, потому что, ну, просто идет такой вынос боец, потому что убийца, ну и кенты, и шаман, и уже на закуску, так сказать. Так, ну, ходит герой, видимо, будет сейчас клич бросать. Какой-то там кидает плюс БД-ку. Так, ну по 15 нормально, в принципе, жить можно. Так, стоим в деф. Кидаем какашку на убийцу. Вот руш. О, хотя бы радует, знаете, одно, что хотя бы БД. Сейчас кину еще один. Отказ на убийцу. БД5. Плохо. Ну, монахами, ой, магами, монахами. Дальше буду валить убийцу. Как раз крови собью. Отлично. БДшка. Плохо. Ну, в принципе, уроны небольшие, знаете, но все равно надо добивать. Нельзя оставлять так полный стек. Я бы его на его месте, я не понимаю, почему да, типа хакентаврами не подбегал. Странный какой-то. Вот, допустим, в этого кентавра урон же минимальный. Так, ладно. Продолжаем сносить методично бойца. Ну, поставлю буквально 2 бойца уже такое. Фигня.
Сейчас главное, чтобы на убийцу что-то нормальное попало. Ну, тут идет стрел. Стрел идет. Ну, сколько удачи. Удачи 0, хотя бы что-то радует. То есть не будет особо там валиться. Ну, сейчас какаху. Вот сюда какаху. О, разложение отлично. Разложение тут, кстати, крови сбивает очень сильно. Можно будет спокойно героем придубить. Ну, в принципе, какой-то неграмотный стик попался. Обычно подходит кентаврам на ближний бой. Но это такое. Если мои начинают валить там сразу кентавров, сразу убийц начинают валить. Я не знаю, я всегда привык валить бойца. И почти всегда я выигрываю против степа. Ну как, почти всегда. Если там, конечно, фул защита на магию стоит, то, конечно же, и плюс там перки какие-то зверские, ранние авторы. Да, я проиграл. Но так, блин, неужели сливают? Да. Еще бой толком не успел начаться, а он уже сливает. Ну, что поделаешь. Также, дорогие друзья, хочу вас попросить о таком. Короче, у меня вот к вам такая просьба есть. Если у вас не стоит разрешение блокер, то, пожалуйста, поставьте, вернулся, то, пожалуйста, если вам не сложно, сделайте там, нажмите на рекламу, сделайте пару переходов по сайту. Вам это будет несложно, в принципе, а мне там будет какие-то деньжа там капать. Просто чем больше будет переходов, тем скорее я засниму новые видео. То есть мне будет стимул снимать видео, как вы понимаете. То есть, если не сложно, то перейдите по ссылке. Его не по ссылке, а по рекламе какой-то там. Так, смотрим, кого бы не ударить. Тут карты закончились. Тут, в принципе, можно в ближнем подавать ярость. Пока ярости нет. Так, тут можно в ближнем бою спокойно перейти. Как-то так вот. Чтобы разложение в полный урон ударило, то есть чтобы минус 2 убийцы сделать. Так, идет уже обстрел гарх. Вот, отлично. Пока коробочка цела, то можно, в принципе, догадаться. Так. Тут разложение уже не идет. Тут придется либо добивать. Мы посмотрим на урон, какие голем будет наносить. В принципе, должен нормально дамажить. Вон у нас столько. Передать. Пробивает коробку. Я думаю, что не страшно, в принципе. Я вообще думал, он сольется. В принципе, новичок, вот видите. То есть, если играете за Рашера, то не понимаю, что изменится, если вы побежите к таврам сюда. Или хотя бы сюда. На всем 6 клеток. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Как раз сюда надо подбегать. Вообще делят кентавров для того, чтобы и подбежать, и уже с прямыми стрелами стрелять. То есть, если выводить уже гаргу, если, допустим, и под прямой стрелой идти блочить, то тут уже и убийца, и все. А так стрелять, это вообще ничего не наносит. Смысла я особо тут. Тут уже быстро добиваем. Так, уже следующий каст пойдет на вот этого кентавра.
Ну, вообще рассчитывается на то, что, ну, допустим, там негры грамотные делят стрелков на два стека, если против мага играть. Я бы, по крайней мере, делил бы, в принципе. То есть смысл туда их было вообще делить, я не понимаю. Также штраф большой за, ну, подумайте сами, если рассмотреть игровое поле как, ну, допустим, вот это расстояние, как прямоугольник, треугольник, то расстояние будет довольно большое, потому что, как мы знаем, с теореме Пифагора, то есть это будет, так сказать, мини-гипотенуза, она будет больше, чем либо какой-либо катет, то есть суммарное расстояние будет больше, и соответственно штраф будет стрельбы больше. Как-то так. Ну, то есть я бы подбирал на его место и все. Ну, тут вот проб сбили. Сейчас уже пойдет полный урон. У меня еще остается 162. Ну, это нормально, тут уже нечего дамажить, в принципе. Тут я уже рукопашку справлюсь, в принципе. Ну, сейчас вот как раз перед посмотрим, как сходит фен. Я вообще вам советую, то есть подходить. Не бояться против мага. Ну, сейчас уже, конечно, в конец боя уже мало, нет смысла подходить. Ну, хотя этим тавром можно, в принципе, сюда подбежать, чтобы поменьше был штраф. Там же еще идет штраф идет. С каждой клетки там на определенное количество урона улучшается. Ой. Ну, еще будет, в принципе, не закончен. Тут еще остались кентавры. Ну, то есть, видите, даже я вообще не вижу смысла брать особо ранний ап, ну, допустим, если вы там на малый турнир, если вы не турнирщик. То есть, если у вас там нет какого-то мега перекачанного персонажа, которого вы готовите чисто для малого турнира, чтобы сорвать куш побольше, как это делаю я, хотя могу вам показать своего персонажа. Ну, давайте уже после боя тогда покажу. Ну, тут чувак сливает, увы. Увы, конечно. Так, ну, я не передавал ничего, то есть все законно. Ну, тут очевидно, то есть, что я бы затащил даже, я бы даже резал, ну, я потратил потом, вот, сколько? 15 мал, не 15. 15 мал прямого пустил, а уже колану распахнул. Да, 15 мал не потратил только. Ну, то есть обычно на степного варвара они, ну, продолжаем так, видимо, периодически играть. Ну вот, видите, при его-то атаке урон 93. То есть об этом, что посмотрим сейчас, ну, хотя от этого кентавра сейчас вряд ли что-то останется. Ну, тут уже он сам понимает, что он слился. Но все было слито изначально, потому что надо первым ходом всегда подбирать кентавра. Ну, если бы я пошел бы блочить, я бы напоролся, собственно, на убийцу, там, полную, либо там на бойца. Ну, а так, то есть, ну вот, вообще жесть. Аж 73 повреждения. Он бы мог мне смело наносить, реально, ну, хотя бы там по 200 повреждений, если бы он изначально бы подбежал сюда, этим, ну, максимально близко хотя бы сюда. Ну, или там хотя бы куда-то сюда, вот, примерно. Ну, то есть, ну, не знаю, глупый соперник довольно.
Думал, степаха нормальный какой-то равня, то что-то вообще ни о чем. Ни о чем. Прям. Еще есть Санти от меня с зелень фракцией. Какой-то вот. Не очень, в принципе. Рулечик. Все ясно. Ну, вообще вам не советую никогда играть в рулет. Ну, потому что нет угрышной комбинации, числа подбираются абсолютно рандомно, то есть... Нет, ну есть, конечно, там такие уникалы, которые умудряются набивать там, по 100 тысяч, по 200 тысяч, по 10. Но я не советую таким заниматься. Ну вот, у меня вот самого рулетка отлично поставлена 9975, выиграно 1125. Успех. О, наконец-то, ну, стрелы тут не закончились, все ясно. Ну вот, проиграл, блин, чуть меньше, чем 300 тысяч. Ну, 200 с чем-то тысяч проиграл. Это стоило, ну, ребята, ну, за эти 300 тысяч можно было, блин, нормально купить себе там фул, допустим. Ну, фул, ну, у меня не куплены, потому что я особо охоту, ну, особо не копил, собственно говоря. Ну, что там, не знаю, у меня работа только на моем 9 уровне. У всех по 2000, у меня даже 1000 нет. Ну и ранее лапа я не брал, в принципе, фула. Мне главное взять 8-ю лунку, 10. Ну, я думаю, такими темпами, в принципе. Играю в боях редко довольно. Ну, сейчас, кстати, дам такой прием. Если играете против такого сильного, то есть, ну, допустим, там, степах или как кого-то, который там, допустим, подходит, там, есть смысл иногда пнуть, короче, ну, что-то бежал, отделить нишу, поняли, гаргулю или кого-то, ну, пинать. Ну, если вы знаете, что степаха сильный и будет подбегать кентавром, имеет смысл, чтобы не нагордили. Хотя не знаю. Ну, давайте еще поблагодарим нашего противника за бой. Ну ладно, давайте уже его побыстрее добьем. Еще полманы, собственно говоря. Ну, в принципе, мог бы спокойно затащить. Меня иногда степахи наказывали так жестоко. Но вот я не понимаю, почему. Почему? Тебе не могу играть, делаю. А, Чем забыл вступать в так, ну ладно. Ну, в принципе, вот полмана у меня остается. Степаха попущен. Так сказать, степаха будет попущен, а я буду возрастать. Ну, все, добиваем. Все, та-дам. Ну, собственно говоря, сменили степаху. Теперь, как я обещал, покажу вам. Да, покажу вам своего мульта. Ну, как все законно, то есть без передач. Я все помню прекрасно про 3 персонажа. Ну, то есть я его готовлю к малому турниру. Когда буду 9-м левелом. Ну, вообще основа клон, я так качаю анти. Вообще вам советую создать такого персонажа. Ну, если, конечно же, у вас там не исчерпанный мультов. Потому что ну, 3 мульта надо обязательно указывать основы мульта, иначе заблочат. Не передавать там, ну, почитайте правила, короче, тут анти прокачаю. Когда буду там 9-м левелом, то сниму с него бой. Ну, а вам, дорогие друзья, я вам спасибо за просмотр.
переходите на мой канал, смотрите видео, мы ищем бои, прохождение квестов. Также не забывайте переходить в класс по рекламе. Я буду очень благодарен вам за это. И все, всем спасибо за просмотр и удачи вам в боях. До новых встреч.